Can we talk? Раз-два. Рад приветствовать вас на продолжении прохождения игры Outer Worlds. Ну что ж. Я закончил... Так. Закончил... я не закончил миссию «Невидимая ошибка». И рекомендую вам, то есть не рекомендую, а предлагаю вам, так сказать, продолжить. Сегодня воскресенье. 29-е. Так. Совсем немного остается до 2020 года. Так, что это у нас такое? Так, а это как-то взрывается, интересно. Сейчас, секундочку. Так, внимание. Отлично. Они взрываются. Так. Так, а сами по себе они почему-то не взрываются. Блять, серьезно? Так, бедных хорьков разорвало. Так, какие-то... Это трансформатор, но... Можешь подруг наших послать вперед? Прикольно. Задача у нас, секундочку. Кто-то из работников Кэтрин выжил после нападения. Пройдите по кровавому следу, чтобы выяснить подробности. Ладушки. Сейчас я... Так, кто-то отъехал. По старой доброй традиции лолтану здесь все. Пистолет. Если есть кто-нибудь в чате, дайте знать и, пожалуйста, скажите, как у меня стрим и звук. Я вас прошу. Не в службу, а в дружбу. Так, ну думаю, здесь больше мне ничего не угрожает. Блять, я не хотел с тобой разговаривать. Как ты обошел мои ловушки? Да, я умею двигаться. Только не забывай, что я умею стрелять, на случай, если захочешь что-нибудь выкинуть. Что, собственно говоря, ты делаешь? Давай я осмотрю твои раны. Чуточку полегче. Я бы тебе что-нибудь подарил, но последнюю шприсную колбаску я слопал час назад. Кэтрин рассказала мне, что в окрестностях пропало несколько ее курьеров. Приятно знать, что она беспокоится. Кэтрин вывела нам
велел нам ставить припасы для какой-то большой шишки. Можете спрашивать, я все равно не знаю. Мы потому и отправились в этот глушь, чтобы ее личность и местонахождение осталось в секрете. Думаешь, этот человек мертв? Мародеры знали, что мы придем. Начали мост взрывчаткой и все такое. Куда ушли мародеры? Когда я видел их последний раз, они возвращались на холм. Тот, что справа от выхода. Если у тебя хватит духа пойти за ним, уверен, Кэтрин вознаградит тебя за труды. Я скоро приду в Фолбок, только сперва переведу дух. Ну, вот и поговорили. Кольцо всевластия, музыкальная шкатулка и шипучка. Магнички. Блядь, отпусти. Так, адская коса возьму. Так. Вода. Так. Это хорошо. Лутаться я люблю. С тебя, чувак, что-то брызнуло прямо жестко. Цвет не больно похож на кровь. Не знаю, может быть, диарея? Так, что как? Блерики. Удачно я зашел. Что проблема залезть, алло? Так. Банк склянки. Ну, вроде бы все. Немного не хватает. Капец, у него ловушки. Так-то. В одного такие ловушки сделать, ну, нереально. Здесь, может, есть подъемчик? Нет. Опа. Стой. Может, где-то... Или... Хитрец. Так, как нам... Угу. Ну что, ребятки, как у вас дела-то? $217 метров. Угу. Артур сообщил, что напавшие на него и его коллег-мародеры пришли с холма к западу от моста. Если мародеры нашли груз, возможно, они смогут привести вас к секретной базе. Возможно. Что ж, проверим. Так, контакт. Гусенички. Большие гусенички прилетели. Блять! Мясо зацепим. В мясе много белка. Тем более гусени. В гусеничках. Нам же тут на днях Михаил Иванович затирал о том, что ребята, нужно есть улиток.
Они супер полезны. Эх. Чувствую, скоро нам придется жрать улиток. Такими заявлениями. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, задание обновлено. Невидимые ошибки. Так, это у нас что? Кто? Мародеры. Мародеры. А еще? Ему не хватило просто. Ух, как его кислотой озалило. Жестко. Так, стоп. Дозорный. Плохой из него дозорный. Раз не увидел нас. Вот интересно, стоит ли тратить на взлом на такие коробочки, ну, ресурсы? Любому там мало лута. Хотя нужно посмотреть закономерность, может быть, что-то отдельно будет падать. Просто как-то не обращал на это внимания. Сначала посмотримся по старой доброй традиции. Ну же, чат, просыпайся. Тук-тук. Камни. Угу. Надо ключ найти. Так, что? Проходим в следующую комнату. Оу. Так, сейчас мы устроим ему шоковую терапию. Блять, ну камон. Ничего не видно. Где он? Давай, добивай. Так, у него огнемет. Было непросто. Ручной пулемет, модификация 2. Кстати, хорошая вещь. Как у нашей подруги. Тяжелая силовая броня, наконец. Возможно, я бы мог его купить и раньше, но кому надо покупать? Когда все можно заплутать, все можно найти, выкрасть, вынести. Ну, вы понимаете, о чем. Плазменный карабин. О, плазменный. Так, ладно, пока проблем с перегрузом нет, я думаю, можно брать все подряд, все, что не приколочено.
Ну, похоже, еще и оденемся на этой базе. Так. Опять какой-то пухич подобрал. Ненужный. Ага, нашел ключ. Так, что, сразу вниз ходить? Уже, наверное... Туалет. Так, а здесь что? Терминал. Так, данные исследования. Цель проекта Лориан Альпсум заключается в разработке сильнодействующего газа, преимущественно нелетального действия, предназначенного для контроля бунтующей, возбужденной или слишком многочисленной толпы. Что у нас Росгвардия, что ли, финансирует эти разработки? Перевести файлы на внешний накопитель. Найдите доказательства активности других корпораций. Нашел. Дальше. Может, что-нибудь еще интересное будет. Начало. Доступ ограничен. Доктор Пауэлл. Если Вайдес хочет название получше, предлагаю несколько вариантов. Она озвереет, если увидит этот список. Я тебя прикрывать не буду, так и знай. Смотри, чтобы он никому не попался в глаза. Яйцепад, парад скунцев, минус Вальдес, хочу прибавку. Да. Так что, спускаемся на первый этаж, что ли? Да, похоже, в этих коробочках... А, нет, еще меньше коробочек. Но в этих коробочках только боеприпасы лежат. И стоит ли тратить на них ресурсы? Так, а вы, похоже, тут каким-то веществом траванулись. Бедолаги. Так, где этот терминал? Найс. Данный терминал предназначен для использования персоналом ВОК с допуском S564. Данные исследования. Отчет. Нужно будет с ним поговорить. Отчет. Кто-то заполнил гелием мой ящик с нижним бельем. Ах ты ж, ничок. С этого дня запирают проклятую пушку на замок. Разблокирует защитный контейнер с гелевой пушкой. Да. Чтобы подтвердить, что вы являетесь уполномоченным специалистом службы безопасности всеобщей оборонной компании. Ответьте на следующий вопрос. Вы находитесь на совещании в штабе Alkion Holdings, когда на здание нападают гнусные отступники. Ваши действия. Так, интересно. А взлом? Ага, не могу взломать. Так. Вы находитесь на совещании в штабе Alkion Holdings, когда на здание нападают гнусные отступники. Ваши действия. Добраться до безопасного места. Эвакуировать сотрудников. Защитить председателя. Наверное, защитить председателя. Получен верный ответ. Блять, серьезно, это что, анкета? Вы прогуливаетесь по одному из множества супермаркетов компании ВОК, реализующих товары для личной безопасности, и наслаждаетесь широким ассортиментом снижения.
когда к вам подходит незнакомец, он высказывается о председателе урока или с пренебрежением, которое можно расценить как непрямое оскорбление. Что вы сделаете? Обрушу на него суровую критику, чтобы защитить честь председателя, улыбнусь и уйду, поддержу разговор, чтобы оценить его намерение. Ну, наверное... Блять. Верный ответ. Найс. Вы и ваша супруга находитесь в здоровых, основанных на любви отношениях, но однажды вы узнали, что она читает вашим детям неразрешенные сказки. Что вы сделаете? Арестую ее и запишу детей на исправительные курсы. Передам сказки властям и возьму ответственность за происшедшее. Ну, наверное, третий. Бля, серьезно? О! Смысл? Защитить. Я думал, терминал заблокируется, но смотрите, как можно дальше. Верный, можно дальше отвечать. Так, ну что ж тогда. Арестую ее и запишу детей на исправительные курсы. Но вот, наверное, может тогда второе. Жесток. В стиле этой игры, наверное. Ну, в стиле представителей этой конторы. Верный ответ, смотри-ка. Продолжить. Использование гель 009 экспериментальное оружие для взаимодействия с толпой разрешено. Внимание! Плата за уборку после применения оружия и помещения будет вычтена из вашей зарплаты. Так, что же мне досталось? Гелевая пушка. Больше похоже на какой-то ингалятор. Медицинский. Да. Или на колье. Ну, такой. Из будущего. Так, ну что ж, раз мы все тут открыли, посмотрим, что мне досталось. Гелевая пушка. Тяжелое оружие. Урон 75. Разработка этого оружия была прекращена, когда одна из сотрудниц проекта погибла от рук мародеров, и остальные члены команды пришли к выводу, что не смогут разобраться в ее работе. Как производить гелий, как он воздействует на гравитацию, как генерирует и проводит электричество. Науке это неизвестно. 10 весит. Ё-моё, серьезно? Так, ладно, давайте тогда избавляться от чего-нибудь. Так. Разобрать. Урон 123. Кстати, можно поднять ему скилл. Увеличивает урон, наносимый напарником в дальнем бою. Сопротивление брони. Шанс найти модификацию. Ну. А это что? Может быть, шкала критического замедления времени. Вот это сделаю. Не знаю почему, хочу просто урон вкачать. Так, и я хотел еще посмотреть. 107 урон. Дайте косу. Пусть косит. А это мы разберем. Так, и Ньока у нее... Ой, урон 50 у нее всего. А я думал 120 секунд. Тогда ей нужно выдать... может секиру какую-нибудь 150. Супер. Урон животных. Но опять же, хотя может быть не и так пушка адовая. Когда мы ей качаем
броньку. И у меня, кстати, еще персонажик. Так, дальний бой. Дальний бой. Лидерство 40. Так, технологии. Незаметность. Общение. Защита. И дальний бой 40. Да. Вот. Плюс 50 критический урон от легкого огнестрельного оружия. О-о-о. Только легкого. Так, что у нас по снаряжению? Эти мы разбираем. Так, снайпа 99, а это 8. Разбираем. Во, пулемет. Урон 58. Это же такой же, как в Униоке. Ручной пулемет просто космос. Модификация 2. А где он? Ручной пулемет просто космос. А, тут у него 48. 48. А, урон секунды 800. Ну, он как-то разогнан. Плюс еще с какой-то модификацией стоит. Да, это он. Так, а... 58. Окей. Попробовать его. Этим я абсолютно не пользуюсь. Возьму. Нет, пусть будет. Ждет. Так вот. Дробовичок. А потом у нас будет пулеметик. 28. А это у нас винтовка 40. Да, надо избавляться от барахла. Огни. 58. Это пусть останется, кстати. Возможно, пригодится. Так, это мы... Так, отлично. И вернемся к броне. Так, это полный кал. Это тоже кал. 24 кал. 38. Так, это кал. 16. Что-то я же находил. Где эта броня? А, вот это что ли? Эти тоже продам. Разберем. 38, 26. Тоже. Да. Пусть будет так. Угу. Это я уже одел. Супер странную каску. 41, серьезно? Я тебе отдал такой шлем? Ты чё рофлишь? Какая-то песня, блин. Ладно. Балбес. А, кстати. Блядь, ежегелевая пушка.
Сейчас мы ее затестим. О, что, она плюется, что ли? Ладно. Потестим ее в следующий раз. На каких-нибудь живых организмах. Чтобы понять эффект. Так. По заданию. Вы нашли доказательства того, что Бог тайно разрабатывает на монархе газ, нейтрализующий групповое сопротивление. Это как раз то, что нужно Стинджару, чтобы вернуть МС в коллегию. Понятно. Где вы? Есть быстрое перемещение? Да, сюда. Кстати, занимался вчера настройкой трансляции. Ну и, в общем, кажись, я настроил ее. Надеюсь, что я ее настроил. И теперь... Блять, ну спасибо, что он предупредил о том, что я не пойду. Я надеюсь, что все будет отлично после того, как она загрузится на YouTube. На ютубчик. Никаких проблем, артефактов, потери кадра уже не будет. Как на прошлых трансляциях. Я хз, но я реально потратил, наверное, на поиски причины месяца 2. Ну, сколько? С самого начала. Так сказать. Ой, как неудобно. С самого начала моей деятельности. Я надеюсь, нашел правильную причину. Ну, по крайней мере, тестовая трансляция показала, что все хорошо. Так, мы в Stellar Bay. Да что с тобой не так? Так. Так, голограмма, она такая херовастая. А, автомат. Может, что-нибудь продать не нужно? Хлам. У меня же, наверное, хлам скопился. Нормально. Так, по оружию я хочу продать. О, у меня 2 джока. Продать. И карабинчик. Пистолет. Так, а здесь у нас... Может, броньку продать? Зачем нужна бронька? Найс. Так, а что у них есть? Патрики. Кстати, что-то не обращал внимания, сколько стоят патрики-то ваши. Купить. А, 2. Если я покупаю 100. Легкие боеприпасы. Мне надо тяжелые. Буду тариться тяжелыми боеприпасами. 300. 500 стоит. Нет, я буду закупаться тяжелыми. Может, их постоянно не хватает. Еще раз спасибо тебе за бог. Он действительно очень сложен, но я знаю, что справлюсь. Чем я могу помочь? Я нашел картридж со сведениями о тайных экспериментах ВОК. У меня есть вопросы о прошлом миссии. Так, как раз вовремя думал, пальцы вот-вот отвалятся, но форма Блок 52 запомнил.
Скажу даже так, это будет самое важное мое достижение, если не считать реформ. Вы снова забегаете вперед. И правда, картридж у тебя? Так, секундочку. Что-то немножко труханул. Думал, это не включил запись. Голоса. Так, давайте не будем спешить. О какой реформе вы говорите? Я разрабатываю план по реорганизации коллег, постепенной и мирной. И в этом мне поможет последовательная работа с документами. Вы... Это ведь очень хорошее дело, только я не хочу пустых надежд. Как раз наоборот. Надеяться необходимо. Мы не упустим шанс вновь получить все ресурсы и возможности Алкиона. Что будет с теми, кто живет не в Центр-Бэй, а в Эмберхейтс или в Фоллборке? Вы поделитесь всем этим с ними. Я искренне надеюсь, что МС станет образцом, по которому будет реформирован весь Алкион. Но с чего-то надо начать. Но я действительно забегаю вперед. Сначала нужно будет поговорить в Волк-52, внести в него добытые тобой данные, подготовить. Ладно, отдайте мне. Я знал, что там что-то происходит. Именно такого доказательства нам не хватало. Теперь коллегии придется принять нас назад. Я сейчас же отправлю в коллегию эти данные и заполненный Волк-52, ну а потом останется только смиренно ждать ответ. А значит, от нас трансляции больше не будет. Все, супер. Так, все супер. Продолжаем радиомолчание на монархии. Я надеюсь, за этот стрим-то я пройду эту миссию. Потому что она прямо супер длинная. Так, стоп, она сюда. Ну да, да, все правильно. Нам нужно запустить радиопередатчики. Так. По привычке просто через SK выхожу, поэтому... Я правильно иду? Это кто? Хаматон. Слышите? Это блаженный звук радиомолчания. То есть, как я понимаю, вы принесли мне отличные, просто замечательные новости. МС и иконоборцы больше не идут трансляции, да, данные уже готовы. Да, готово, я снова могу работать. Но сначала мне бы хотелось задать вам вопрос. Как вы сумели решить эту проблему? А какая разница? Дело сделано. Неужели? Так, я помог Си и иконоборцам получить то, что им было нужно. Не знаю, как это возможно, позиции сторон противоположны, их невозможно удовлетворить одновременно, но важно не то, как вы решили мою проблему, а то... Не сомневаюсь, что вы помогаете Фенису, но в моем контракте говорится, что я должен передавать всю полученную информацию заказчику. Тем не менее, чтобы отправить данные, мне нужна ваша помощь, чтобы перенастроить ресивер интернет, из этого не ввести необходимую корректировку. Фенис редко кому-то доверяет. Как вы с ним познакомились? Так, хорошо, скажите, как все исправить. А прежде чем она заработает, нам нужно будет выполнить кучу всяких поручений по списку, да?
Не глупите. Мы перезапускаем трансляционную вышку, а не налоговую декларацию заполняем. Никаких излишеств. Все просто, вам нужно выйти наружу и воспользоваться рубильником, чтобы переключить питание. Цифровые поправки я веду отсюда. Сарказм? Вы слишком недоверчивы. Но это можно было ждать. Да, это все. Нет, я говорю вам правду. Почти. Просто выйдите наружу, перекиньте рубильник и уходите. Ясно? Хорошо. Отлично. Значит, мы договорились. Именно поэтому я больше тут не помогаю. Без конца. Перекинь то, перекинь все. Подстрели мародера, спаси меня. То одно, то другое. Если это все, то давайте побыстрее закончим и поедем дальше. Соглы? Буду ждать, затаив дыхание. Крикните, если панель управления током бьет. Ух, да. Самые напрягающие диалоги, наверное. Ну, понеслась. Проверка раз-два, как не слышно на прием. Звезды милосердия, какой же прекрасный звук, вы меня слышите? Все готово к трансляции. О, а еще я отправил Финиус ее данные. Боже, нетерпеливый гад, что хуже всего теперь я в долгу перед ним. А теперь я поблагодарю вас. Все, можете покинуть мою башню. С радостью. Слушайте, я прекрасно знаю, что времена меня чуточку тяжело терпеть, но должен признать, что ваша работа на меня произвела огромное впечатление. Неока подтвердит, что я редко к кому-то привязываюсь. Берегите себя. Он ведь нам сказал уходить, даже не стал нас при этом оскорблять. Ты ему нравишься, капитан. А что это такое? Во имя звезд. Корабль падает. Надеюсь, это не наш корабль. Который выбросил огромные катапульты. Клянусь черной дырой. Вы это видите? Чей это корабль? Очень похож на корабль Фок, судя по орудиям. Это кто-то из стражи блокады, коллеги. Не ссылайтесь на меня. Ну, мне очень жаль команду, но я не понимаю, как это меня касается. Хиром, ты меня слышишь? Ты это видишь? Все архитектор, избавь меня от дураков и мошенников. Санджи, что ты забыл на моем канале? Прекратил МС вещание или нет? Да, но... Хиром, ты здесь? Мне кто-нибудь объясни, что происходит? А, капитан, истина снова свела нас. Наше спасение близится из стратосферы. Нужно только забрать его оружие. Безумие. Это Вок, ты просто самоубийца. Мы наверняка сможем что-нибудь придумать. Вижу, вы ничему не учитесь. Имея дело с... Мы могли бы использовать орудие канонер для защиты Стелларбы, но нам нужен модуль наведения. Наше учение вот-вот вырвется из оков планеты навстречу звездам. Помогите нам получить этот код, тогда мы спасем колонию. Слушайте, мне не интересно, чем вы занимаетесь, пока вы меня это не впутываете. Иначе говоря, проваливайте с моего проклятого канала. Все, я больше не хочу вас слышать. Ну ладно, хоть выполнил ради молчания на монархии, которая длилась бесконечно. Так, это какое-то здание появилось. Что опять? Так, на монарх рухнула канонерка Вок. Ее отчаянно мечтает заполучить МС и иконоборца. Заберите с канонерки модуль наведения. Доберитесь до корабля и извлеките из главного терминала модуль наведения. Так, я смогу по-быстрому пахнуть сюда? Блять, серьезно? А если мы...
Через деревню, через эту что? Ладно. Я надеюсь, вы не против. Прогулки небольшой. Секундочку. Нет. Здесь way. Это какая-то хрень. А, это жукорой, блядь. А это жукотруди. Найс. Найс. Жукорой. Ненавижу. Или бежать. 600 метров. Интересно, он быстро выдыхается. Блин. Кстати. Блять, я убрал гелий. Надо же затестить. Угу. Супер. Может на жуках попробовать? Так, где? Барахло, наверное, уже не стоит собирать. Не стоит для разборки. Низкоуровневое барахло. Вот их опять испепелил. Так, во. Какой здоровяк. Или это робот? Автоматон. Так, попробуем. Сейчас. Так. Ну-ка, опускайся. Так, пока не понял, кто кого убил. Возможно, даже я. Магазин. В смысле, поскольку это? По 10 очков. По 10 зарядов выкидывается. То есть 3 выстрела. Ну, такое своеобразное оружие. Непонятно, сколько он носит. То есть непонятна его эффективность. Путь на каскаде. Какой-то путь нашел. Так, это все на разборку. Патроны в карман. Кольцо продать. Магничку взлом. Я уже запоминаю. Расколдуха. Классическая армейская, кстати. Ну, только не нашей армии, а Соединенных Штатов Америки. Естественно. О! Жука-матка. Блядь. Так. Сейчас перезарядим. Так, девочки, погодите. Сейчас я потестим. Эти. Короче, я не понял. То ли половину вычу. О! В смысле, блядь? Типа она как-то взлетает, что ли? Так, давай, кидывай. Прямо всосы ее. Молодец. Короче, эффективность такая. Капец.
Блядь, же корой. В смысле, и матка живая, что ли? Капец. Капец, нас жжет. Я все еще горю. Может, что-нибудь потушит меня? Ну такое себе, короче. Перезарядка маленькая. О, долгий перезарядка. В барабане. В магазине супер мало зарядок. Блядь. Так, девки. Ну-ка. По-моему, это больше наносит урона, чем гелевая хрень. Помешает мне. Грибы местные. Что, все отлетели, нет? Кто там? Так, может быть, и вкидывать по нему? А, так вы отъехали, обе. Это грустно или печально? Печально. Ой. Жесткий фриз был сейчас. Так, секундочку. Маленькая жопка затекла. Ух. Так, что у нас? А, кстати, у нас же есть пушка. Ну, пулемет. Да. Главное с автоматоном разобраться. И давай я еще. На тебе. Блять, я ж тебя заменил на косу, ты чё? Где? Так, я не понял. Чё мне девка-то ходит? Коса? Какого хрена молот она использует все еще? Или это и супер удар ее типа такой? С молотом. Получается, хлестаться она будет уже косой. Каскаде. Я что, в каскаде уйти придется? Может обойти? Что там речка? А каскаде как будто бы закрыт. А, так это может быть даже бандитский городок какой-то. Один из бандитских городков. И я один. Бандитский городок. Ой-ой-ой-ой. Кстати.
У этого разброс достойный. Ну, то есть минимальный разброс. Его качнуть, так это вообще будет сказка. Кто? Блять, как я тебя пропустил. Так. Подруги. Кто может пойти? Развалить эту хибару с их. Стой ты, блядь, не уходи. Ну помогайте мне, в чем проблема? Ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, мы не сможем, ребята, развалить хибару. Так, просто космос. Видеть вас изъяны. Уязвимость к коррозии. После множества коррозийных ожогов вы стали более уязвимы к коррозийному урону. Получаемый урон и коррозии плюс 25. Отказаться. Мне эта херня не нужна. На. Секунду. Хотя, наверное, мне надо все равно заходить. Так или иначе. Застреlimся. Кстати, мне это пулеметик нравится. Какой барчик у вас. Бутвин Плен. Так, а где выход? Во. Запечатано. Серьезно? Так, что-то у меня как-то... лагануло. Почему я не могу пройти? Капец, ножога устраивает. Найс. Хочу прокачать срочно. Мне нужен верстак. Блядь. Давай, малышка. Сделай от него котлету. То есть отбивную, наверное, так. Странно, что здесь нету... и тут был вход. Да, понятно. А тут минки. Понятно. Жалко, нету гранат. Блять, ну вы серьезно? Могли бы сказать, что вы забираете его? Так, вроде зачистка. О, предстоит много работы. Так, ты чё? Извини за такую побудку. Так.
Так, ладно, как-то это системно. С левой стороны здесь запечатано. Запечатано. Ой, что это за ультра? 204 урона. 17 левел. 118 и 150. 150. Так, тут запечатано. Здесь тоже. О, аппарат. Найс. Грязный мародер. Ну, хотя, может быть, не был чистым, но в душе это грязно. Неплохо так. Так, что у вас есть, господа? Бухлишка только что. О, золото. Может быть, какой-нибудь код найдется. Close. Продадим хлам сразу. Так, это элитная броня МС. Так. Продать. Продать. Вот это тоже. Если 39. Хотя у него столько ячеек. Ну и хер с ним. Продать, а это мы разберем. Продать. Крутой ствол. 23, а это 74. Так, чекнем броню. Что это за броня такая? Разобрать. Элитная броня. А, так она, это то же самое. Только тут 4 ячейки. 3 ячейки. 39 и 36. Естественно, это. Ага. Красавчик. Так, починим, да? Сразу. Так, и можно, кажется, еще качнуть. Опять же лидерство. Технологии. Незаметность. Общение. Защита. И... Ладно, лидерство. Что же выбрать? Цена у торговцев. Цена у торговцев. Я вроде не часто покупаю. Максимум шкалы критическое замедление времени. Урон, когда в отряде больше никого нет. Скорость бега. Скорость перезарядки и критическое замедление времени. Вот скорость перезарядки оружия бы. Боеприпасы у торговцев. Ладно. Продолжим. Шлем прямо здесь. Серьезно? Так, у нас закрыто. Здесь закрыто. Здесь закрыто.
Нет, это хорошо, что они делали. Большинство домов закрыты. Так. Вопрос только, как мне теперь все это дело открыть? Во. Вмешательство руководителя. Так. Добро пожаловать в операционную систему торговая точка Рица. Для выполнения этого действия необходимо ввести пароль. Ввести наугад. Не принят. Показать имеющиеся запасы. Все по нулям. Добро пожаловать в кондитерский магазин, каждому по конфетке, чтобы никто не ушел. Как мы можем сделать ваш день слаще? Да. Мучай жажда? Нет. Это хрень. Так, может быть, где-то есть нычка. Стоять, бояться! Козлина. Бабосики. Интересная загрузка у них. То есть это получается как электронный кошелек. Вставляешь сюда чип. Ну типа нашей карты банковской. Стопец. Взлом. Бля. Взломать что ли? Может не зря. Модификация. Шлем. Кредит хоть есть. Ну такое. Нет, наверное, зря потратил. Капец, мы все еще бродим по этому заданию. Так, тут у нас закрыто. Здесь, блядь, так чё, алё? Бля. Может где-то есть вход? Так западло тратить. А не пойми что. Тоже закрыто. 50. Дела. Может быть, как-то перепрыгнуть можно? Круто. Торговый автомат. Да. О, верстак. Найс. Вот, кстати, не пришлось взломать. И опять скрывать. Серьезно? Я уже зашел. Добро пожаловать в офис Рица, подразделение компании Восток-Запад. Так, я их читать не буду, потому что я смогу сойти с ума от этих текстов. Ай. Продать Хлонецкий. Что еще можно продать-то? Продать. Тоже продам. Так, 3 шлема, пожалуй,
Слишком жирно будет. Так, а с верстаком? С верстаком. С верстаком работать. Где тот пулемет, который я хотел апгрейдить? 800, 960. Да. Урон 61. А у нее 48. 207. Давай еще раз. 206 еще раз. Да. Отлично. Теперь можно еще его модифицировать. Найс. Так. Что мы можем сделать для него? Так, урон 32% плюс. А это что такое? Ствол ловкач. Урон в минуту. Урон в секунду. Ого. Найс. Дальность шума. Глушитель. Какой хренный глушитель. Я хочу вот это. Мне кажется, это вообще топовая модификация будет. И... Так. Магазин снаряды. Тоже урон. Какой жирный урон. Так, плазма. Электричество. Хочу урон. Желтая плазма, электричество. Уи. Кстати, я по броньке же не проходился. Гефест. Нет, но мне кажется, где-то вот это. Вот Месси. Месси и Гефест надет. Ага. Так. Найс. Так. Пусть будет топ. И по модификации пройдемся еще. А что, я не могу модифицировать, что ли? А, у нее 3, у нее full. Понял. Все понял. Так, еще можно вниз пройти, кажется. Или я был внизу? Опа. Показать данные. Так. Перенести характеристики источника Зора на внешний датапэд. Так, видимо, какое-то побочное задание. Какое-то побочное задание. Ну, сейф надо взломать. Кольцо, шлем. Смазка. Вазолуба, наверное, какая-нибудь. Опа. Так, общее заявление, вернуться к началу. Блин, хоть какие-нибудь коды бы попадались, что ли. Ну все. Бля, можно было и войти. Не обязательно прыгать, скакать.
Так, и мне еще нужно туда попасть. И здесь еще, да, есть. Так, или я здесь был? Ага, я здесь был. Так. Ладно. Хватает, хватает. Капец, 50 очков. Ты живой? Пурпуричная установка. Что за название? Ну серьезно? Ого! Не зря зашел. 80 урон. Так, ладно, попробуем вместо вот этого гелиума. Это оружие обстреливает врагов Н-лучами. Когда противник получает достаточно большой урон от Н-лучей, он начинает вредить остальным вокруг себя. Понятно, Н-лучи. То есть, например, вкидываем по какому-нибудь роботиксу, и тот начинает атачить за нас. Я так понимаю. Дальше нам нужно как-то, блять, пройти здесь, алло. Ввести код доступа. А, супер. Похоже, я нашел код. Так, а сейчас мы испробуем. Блять, опять какую-то херню стреляет. Сейчас попробуем. Будет ли он стрелять? Давай. Слишком долго ждать. Слишком долго ждать, пока он там надумает. Так, сейчас, секундочку. Чуть опять не отъехали, блин. Из-за этих Н-лучей. Снайпу вообще взять. Надо играть на классике. Не выдумывать. О, боже мой. В упор попасть не могу. Открыть ворота. Взять ингалятор. Магнички. Так, а это что такое? А, это лифт. Лифт. Зачем лифт? Ну окей. Можно спуститься, да. Пошел запах такой. Ну знаете, когда люди начинают топить свои печки. Просто мы находимся недалеко. Ну, я нахожусь недалеко от частного сектора. Ну как, достаточно недалеко. И те начали дико топить свои печи. И запах. Вы знаете этот запах. Дров. Приятно. Нас просто, видимо, похолодало. Ну как, не видимо, а похолодало. Так, а чё нам? Придется опять взламывать. Ладно. Коровца? Коровца. В смысле, что делает коровца? Что-то я вкидываю. Ого. Что мы не туда зашли, похоже. Секунду, блядь. В смысле я научи? Что у меня со звуком какие-то траблы. Надо вылететь отсюда.
Не понял. Какие-то траблы со звуком стали. Здесь нормально, а там проблемки. Блять. Вроде прокачал оружие, но, блять, челик-то не умирает. В смысле, он опять хилится, что ли? Не понял. Блять, я как будто холостыми стреляю. Где мои девки, алё? Божечки мои. Блять, это вообще летает. Серьезно? Ни хрена ты с фену. Так, сейчас я... Рыгать какой-то токсичной блевотиной. Блять. Да блять! Где бабы-то мои? Я не понял. Так. А может на мосту как-то они хилятся? Какая там определенная зона. О, бабы начали где-то хилиться. Вот это. Странная херня была сейчас. И странные зверюги, которые хранят вещи. Че, ебанутые, что ли? А, либо они сожрали челиков и, соответственно, с ихним лутом. Наверное, это было так. Ой, что же за место такое, а? Пошел задание выполнять на монархии. В итоге куда-то зашел, в какую-то деревню, блин. Бешеная крыса. Серьезно. Так, что же тут охраняли бешеные крысы? Вот я уверен, вот, ну, про оружие идет речь. Ну, уменьшающий луч, ладно. КЗ, короче, тоже. Уменьшающий луч. Гелевая пушка. Это установка пурпурная. Нахуй никому не нужна. Просто нахуй. Никто ими не пользуется, я уверен. В этой игре. О, можно корабль пригнать. Круто. Так, а что тут есть у вас? Купить тяжелые патрики, что ли? Что мы там собирали? Дубинку. Продать.
Снайпу продать. Так, это плазменная установка Джок. 60. Продать. Огнемет. Ну, хз, короче, тоже. Барахло продать. 36. Возможно, пригодится. Сейчас, секунду, чекну по трансляции, все ли работает. Так, ну все работает. Уже радует. Но если все будет отлично со звуком, с изображением, я буду счастлив, признаюсь вам честно. Так, а вот какие-то ворота. Блять, зря открыл. Можно закрыть? Вначале прогуляемся. Блять, жука-матка. Во, нам туда, кстати. Можно, в принципе, и пропустить ту комнату, но вдруг там что-нибудь есть интересное. Гайс. Так, сейчас, секунду. Где она, жука-матка? Ну что, понеслась? По-моему, я уже в одного заводил. Ну, покажи. А нет, еще жива. Найс. Жугорой. Они что, взрываются еще? Какой-то кислотой плюются, как будто бы. Жукорой на кислотой. Так, что еще у нас тут есть интересного? Милый барчик. Опа. Такое ощущение, что мне не хватает уже этой пушки. Надо бы ее прокачать. Знаете, хотелось бы сразу ваншотить. Открыть записи в дневнике. Может, что-нибудь найду полезное. Ну, сами понимаете, надо проверять все. Так, что, девчонки справились? Стоит или не стоит? Нет. Мне кажется, в этой таверне ничего полезного я не найду. Закрыто. Здесь закрыто. Ну, как будто бы все обошел. Остался единственный этот корпус с жука-монстрами. Сейчас мы засейвимся и устроим жогово.
Отдача жесткая прям. Кто еще? Где-то. Стоит ли мне открыть эту дверь? Стоит ли мне открывать эту дверь? Так, это я не взломаю. Секунду, дамочки, за мной. Ух. Слабачок. Теперь. Так, что мы, как обычно, купим Патриков. Так, угу. Так, ну это можно сломать. Это... Ого, 131. Разберу плазму. $308. Сколько? Косарь? Серьезно? Че-то это? Я немножко вспотел. Ладно. Пока пропустим. В принципе, мне устраивает так. Устраивает жогово охотно. Так, жука-монстры. Давай, понеслась. Покажи класс, детка. Так, блядь, я, короче, отвлекся. Пиздец, я отвлекся. Короче. Где вы, алё, блин? Так, бабы, давайте теперь нормально. Капец, не хилится. Ладно, я вам помогу, так и быть. Давайте. Она все еще жива. Все. Отъезжаем.
Я не понял, откуда столько роя-то, а? О, найс. Надо по шотам стрелять. Беги, 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 Форест, беги! Найс. Бля, я почти сам справился. Пиздец, она отхилилась опять. Давай устроим нормально жогово, а? Блять, нет. Пиздец, их тут прямо тьма. Наконец-то. Тут мухи. Так зачем, скажите вы, зачем по мухам, блядь, топорами, блядь, машете? Идиот. Даже надо придумать. Капец, мне снаряды просто летят. На, отличненько. Может, вообще надо просто пролететь, ну, пробежать. Так, сколько их? Все-таки я думаю, может быть, гелием покидать. Ну, так сказать, для разнообразия, что ли. Как это работает? Блять, серьезно? Короче, вообще никак не работает. Бабы отъехали. Только пулемет, только хардкор. А, это жука-солдат, он меньше. Сильно больно. Давай, 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 давай. Справились. Найс. Отлетел. Может, надо как-то с замедлением все-таки что-то делать? Я про замедление забываю, может быть, у него как-то увеличивать какие-нибудь шансы на урон, на мощный урон. Подогнали пад, но супер мало. Я косарь, наверное, оставил на этом этапе. Так, дружок-пирожок, ты здесь один? Конечно же нет. Еще толпа. Блю. Давай, молот Тора. Эй-эй-эй. Он что, блеванул напоследок?
Блять, тяжелая дорога. Признаюсь вам честно. А я хочу быть с вами честным. Понимаете, о чем? Ведь сила в правде. Так, сколько вас тут? Ладно. Возьмем для Жогова наш пулемет. Вставайте здесь. Начинаем. Блять. Не успел я. А где хрен они ломятся, блять, в бой с своими косами, блять? Блять, да ты кидаешь, что ли? Все? Бедолаги. Так, а чё мы здесь? Это типа завал? Корабль. Корабль, который упал. Отлично, дошли. Но, мне кажется, я пошел супер длинной дорогой. Мне кажется, можно было как-то здесь через пустошь пройти, но ведь я не выбираю легких путей. Хотя, хотелось бы. Так. Похож, кстати, на фрилансер. На корабль. Знаете, да, наверное. Найдет место для быстрого путешествия, место крушения конвоя. Так. Пехотинец корпорации. Патрики. Пушечки. Ну. Терминал хотя бы рабочий. Найдите модуль наведения, провести диагностику. Так, главный терминал работает. Управление воротами не работает. Двигатели технически функционируют. Целостность корпуса лучше не спрашивать. Когда записи. Но при таком падении вряд ли кто выжил. Найти модуль наведения. Внимание! Интеграционный модуль необходим для управления доступом к основным функциям корабля. Его удаление аннулирует заводскую гарантию, но при этом корабль остается собственностью БОК. Продолжить. Запись сигнала. Я старший инженер на Канонерке. Хочу, чтобы из записи вы поняли, что наш капитан невероятный распиздяй. Я говорю ему снова и снова, что если запустить двигатель без ремонта радиаторов, мы сожжем катушки и полетим в непредсказуемом направлении. Что ж, вот так. Понятно. Короче, какая-то опять телега. Извлечь командный ключ капитана Мацу. Извлечен. Найс, выйти. Так. Продолжим. Хотя, может, какие-нибудь твари остались живы. Потому что твари все время остаются живы при авариях и кораблекрушениях. Ну, вы понимаете. Так, ну мне, похоже, повезло. Так, вот и модуль. Использовать. О, модуль наведения сварливая псина. Псида. Наконец-то, ребят. Отдайте модуль Санжару, отдайте модуль Грэму. Блю. Кому же мне отдать?
Один вроде бы хочет восстановить на планете жизнь. Другой какой-то занимается пропагандой. Так, у нас враги рядом. Надо отсечься отсюда. Так. Кому же отдать? Может, Деник поможет мне? Доберитесь до Stellar Bay и отдайте модульный в день сожрать, чтобы заручиться поддержкой МС. Доберитесь до Эмберхейта, отдайте модульное наведение Грэму Брайану, чтобы заручиться поддержкой иконоборцев. Хотя те живут в городе, а те живут в каких-то ебенях. Пожалуй, поддержу тех, кто живет в ебенях. Да, они тут не очень хорошо живут, поэтому поддержим более слабый, так сказать. Слабых поддержим, в общем. Ребят. Как это? Кул разобрать. 82. 20 уровень. Серьезно? Стоп. Тогда нахрена я прокачиваю? Если, блядь, просто находишь уровнем выше и, блядь... Не, ну это супер несправедливо. Но тут прокачано. Я и тоже могу прокачать. Да. Меняемся. Меняемся. Это все мы разбираем. 171. Кстати. Парвати. 171. 123. Сюда, наверное, отдадим. Так, это у нас бегает. Да, надо будет, в общем, заняться потом ихним оружием. Так, я решил, что ты достоин. Коннерка, вы уже нашли модуль наведения? Что вы планируете с ней делать? Мы установим ее орудие на наши стены или на стены Stellar Bay, капитан. Коллеги наступают, а с помощью этого вооружения мы сможем защититься от еретиков. Так, вы всерьез думаете, что коллеги собираются напасть? А как же иначе? Прямо сейчас наше послание бьет по нам через их любые средства развлечения. Уверен, скоро они нанесут ответный удар. Так, ну какой-то фанатик. Хорошо. Надо еще раз прочесть, что за иконоборцы. Свободный народ, мы живем по своим законам, черпаем мотивации из собственных убеждений. Все мы лепестки одного цветка просветления. Тем временем коллегия душит волю своих работников. Обычное явление для отравленного общества, в котором люди стали рабами корпорации. Мы стремимся научить их той жизни, которую знаем сами. Софизм – это ключ, который избавит их от оков. Так, но вся остальная колония считает вас безумцами. Учения провидцев часто искажаются ложью их угнетателей. Весьма печальная история. Впрочем, неважно. Ладно, хер с ним.
Наконец-то, теперь мы должны захватить посадочную площадку Stellar Bay, мы укрепим город и подготовимся к нападению коллегии. Я готова нападать, коллеги, и все такое, но блин, постарайтесь не перестрелять всех моих корешей из бара. А вы, капитан, готовы? Блять, в смысле перестрелять? Договориться с Анжером у вас не получится, да? Это так, мы уже давно отдалились друг от друга. Его ослепила любовь к бюрократии. Блять. Ну ладно, раз выбрал такую линию. Время пришло, давайте спасем эту планету. Встретимся возле руин круга к югу от города. Приготовьтесь. Блять. Что-то я какое-то жогу сейчас, походу, буду устраивать. Репутация улучшена с иконоборцем. Блять, если улучшенная репутация, почему я не могу это взять? Надо чекнуть, может есть тут верстак у вас. Торговец. Верстака не вижу. Можно пройти, мэм. В смысле, нас что, будет 5? 7? Не, 6. Серьезно? Так, чекнем. Задание. Разбить МС. Иконоборцы собираются захватить Stellar Bay. Помогите им победить МС. Блю. Когда нахрена я помогал этим? Ладно. Может, они сами без меня справятся? Как будто бы даже справляются. Стоп, это, по-моему, контрабандист. Нет, это новобранец. Блядь, откуда ты взялся? Парвати. По-моему, они уже все отвоевались. Можно посмотреть? Можно? Можно? Иконоборцы, репутация ухудшена. В смысле? Или улучшено, я что-то плохо, видимо, прочел, может быть. Так, повстанец. Не, ну если повстанец, наверное же, это правильная линия. Это прям на каждом отрезке пути кто-то стреляется. Я не устаю лутать. То есть не устаю лутать. Так, здесь кто? Кто свой, кто чужой? Так, иконоборец. Можно взять? Зажал.
Так, а с чё мне? Капец, мне придется пешком все пилить, блин, до туда. Так, и с каждым постом... Так, давайте же... С каждым постом он становится тяжелее. Какая хитрюга со спины. Что? Те отъехали. Мои бездонные карманы. Они счастливы. От такого количества лута. Ого. Фаербол, да, решил покидать меня. Козлина. Репутация ухудшена. Естественно, мне. Так, давайте-ка это. Ну, типа... Сейчас, секунду, соберусь с мыслями. Разберу что-нибудь. Что-то у меня жопа затекает уже, гайс. Может, снайпу взять? Вот эту вот. Нет, что это? И... И 6, 19, 9, 36, 22, 19, 19. Так, стоп. Персонаж. Что-то можно качнуть даже. Лидерство. Лидерство. 60 знаток. Бонус от навыка напарника плюс 100. Ладно, сделаем 50. Технологии, незаметность, общение и защита. Продолжим. Ого, как я просел. Так, все нормально? О. Стоп. На, с той стороны, что ли, запить? Так, что вы за пушки? Дробаши? Хорош. Взял, не взял. Все мое, все мое. Пистолетов просто металла уже у нас скопилось.
Кто ты? Неси. Покажи, где твой класс. Самое главное орать. Блин. Немножко им добил. Найс. Сгорел на работе. Все еще орёт. Правда, орать уже нечем. Так. Автоматон освободить. Это наш? Так, привет. Я еще даже не замечаю, как всегда по хп. Хорош. Как надо это убрать, этот эффект? Так, немного отвлекся опять. Опа, бабы-то на меня отвалились. Как неожиданно. Надо тоже это прокачать, короче, оружие на огонь или там на электричество. Как будто тяжеловато стало. Ну да. Мне уже просто доталово всего. 22. Это что мы сделаем? Разберем. 19 разберем. 6. 22 разберем. Разберем. Боже мой, сколько стволов. Так, ладно, собрать, разобрать. Так. Потому что мои кармашки уже начали рваться от такого количества лута. Это что у нас? Установка плазмы. 1617. Чё? В смысле? Я чё не понял. Я чё не тем оружием пользовался? Вот идиот, я. Так, ладно. 3-4. Так, ладно, продолжаем. Бабоньки. Вот оно.
С косой, блядь, лежит, пацан. А, блядь. Найс. Но все равно как-то этим приятнее пользоваться. Ну, потому что попадает чаще. Подожди, это Санжар. Блядь, бедный Санжар. Мы его прям в угол зажали. Сорян, Санжар. Сорян. Но такова миссия. Ой, что это такое? Какой-то челнок. Можно забрать его? Так, ну что, я выполнил задачу. Как-то беззвучно я перезарядился. Так, где ты? Я думал, все будет куда проще. Смерть Санжара все-таки не дает мне покоя, даже после всего, что было. Но я не должен отвлекаться от нашей победы. Теперь мы сможем отправить послание об истине к звездам. Из-за этого, капитан, я должен благодарить вас. Спасете колонию от коллеги и читать, что мы в расчете. Мы спасем ее. С каждым нашим шагом время коллеги подходит к концу. Что вы собираетесь делать? Сначала мы восстановим силы, соберем ресурсы и подготовимся. Знаете, если вам когда-нибудь понадобится помощь, вы можете рассчитывать на своих друзей в Stellar Bay. Ну и супер. Дали опыта только. И кредиты. Но как-то супер мало. Как будто бы зажали. Ладно. Дальше что у нас там по задачам? Поговорите с Фейнисом. Вы добились, чтобы Фейнис получил необходимые сведения. Отправитесь в его лабораторию, чтобы вместе обсудить дальнейшие планы. О, боженьки. Оружие бездны. Мясной Клайв. Разберитесь с Клайвом. Доберитесь до кабинета Клайва на фабрике и сделайте так, чтобы он больше не мешал. Либо найдете способ снять работу фабрики. На запасы еды для шишкачей на пасовочных автоматон. Ой. Нет, я хочу закончить радиомолчание. Я слишком долго на монархии. No rest. Да, я же ее сюда перегнал. Подруги-то идут? Да. Кстати. Вот. Вендинговый аппарат надо продать. Хламишка. Так, а что из этого нам продать?
Ценник капец минимальный. Так. Легкая винтовка. Продам. 960. Кстати, пулемет 960. Тоже можно продать. 36, 38, 19. Все равно всего много. Модификаций много. Дублирующие. Продадим иглу. Во, вот эти вообще жаркие прямо. 500 единиц аж стоит. Дешманский можешь продавать. Вот эти вот. 25. 30. 25. Поставить может вот эти. Это бронька. Надо из этого все-таки избавляться. Потому что весит 5 килограмм это и это. Пулемет плюс. Может это все складывать где-нибудь в корабль. И не париться. Так, ну что, дружище, где наш корабль? Ребятки. А, у меня же тоже есть верстак. Вы получили предмет книга. Отлично. Давайте модифицируем. А здесь починка меньше что ли стоит? Почините 5. Починить все используемое. Так, модифицировать. Хочу это. Так, и что это у нас? Весельчак. Плюс 32%. Пусть будет весельчак. Дальше. По магазину. Плазма. Плазма или... Может плазму сделать? Цена 500 аж. Модификация оружия дальнего боя. Магазин изменяет тип урона на N лучи. Не хочу N лучи. Так, и... 250, это у нас будет что стоять? Супер оптика.
Супероптика, а это что? Дальность поражения 28 метров плюс. Максимальная дальность 12 метров. Супероптика. Заменяет механический прицел на оптический, что дает возможность вести точную стрельбу на большем расстоянии. Нет, поставлю классику. Так, вот оставим. По броньке это что-то можно качнуть? Ничего нельзя. Так, ну что, ребятки, котятки, отправляемся. Лаборатория Финиса. Мы прибыли к орбитальной лаборатории Фейниса. Фейнис. Блять, дурацкие шутки. Так, какого возьмем? Да хер с ним. Пусть девчонки идут. Ну что, наверное, гайс, я сейчас чекну задание. Возможно, это уже буду заканчивать наш предновогодний стрим. Блять, может, зря я взял оптику. Да ладно. Самое главное, что мы наконец-то выбрались с Монар. Но, возможно, нам придется еще вернуться. Я не знаю. Куда заведет нас эта игра? Я бы похлопал тебе по плечу, если бы нас не разделял пуль-непробиваемое стекло. Понятия не имею, как ты умудрился на Хиром Блайт только что прислал мне все необходимое. Судя по данным Хирома, министр Клары заказал диметилсульфат-оксид и подозрительно больших объемах, как будто хочет прибрать к рукам все остатки колонии. Как это похоже на нашу элиту? Забив собственный склад во времена постоянного дефицита. Как только реагенты будут у меня, мы сможем реанимировать колонистов с надеждой и передать власть кому-нибудь более достойному. Так, хорошие новости. Ты отправляешься на Византии, красть химикаты. Да чего увлекательно, не правда ли? Так. Что? 4, да? Как у тебя все просто. Блять, я не нажал. Алис Кларк, министр Земли. Практически в каждой колонии должен постоянно присутствовать министр Земли. Кларк напрямую замешан на всех преступлениях коллегии. На каждом постановлении коллегии можно увидеть его личную подпись. А что такого в этом реагенте? Будь у меня время и несколько досок для презентации, я бы расписал тебе все в деталях. Но вкратце могу сказать, что вот что. Ты жив только благодаря диметилсульфату. Это реагент совершенно необходим для реанимации колонистов с надеждой. Мне нужно, чтобы ты украл все, что только сможешь. Чем больше, тем лучше. Если ты не принесешь мне достаточно запаса реагента, я не смогу спасти колонистов. И тогда уже ничто не сможет коллеги уничтожить нашу колонию. Какой план? Ах да, подробности. Я не стану просить тебя рыскать по Византии с пушкой наперевес. Периодически отстрелять от агентов коллегии. Придется действовать хитростью. Кармен Имагова, так зовут моего человека в Византии, она будет ждать тебя в доках и передаст тебе всю необходимую информацию. Я отдам тебе свой старый ключ, Нави-ключ для Византии. Без него в золотой город не попасть. Еще раз, ты ищешь диметилсульфат-оксид. Большой сосуд с кипящей зеленой жидкостью и наклейка предупреждений. Пригодится вся, какую ты только сможешь найти. Мне что-нибудь нужно знать об этой Кармен? Ей можно доверять, если ты об этом. Имагава лучший спецагент Византии, которого можно купить за деньги. По крайней мере, за те, что есть у меня. Найти Кармен, украсть химикаты. Понятно. Ну что, гайс? По всей видимости, это
был последний стрим в этом году. Мы закончили радио молчания на Монарх. Мы закончили пропуск куда угодно. И вот приходит сила. Чужак в чужой стране. И следующий стрим у нас будет город и звезды на Византии. Побочки я проходить не буду томить вас. Ну что ж, дамы и господа, а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, прожимайте ссаный колокол, чтобы увидеть нашу следующую трансляцию, мой следующий стрим уже в следующем году, в 2020. Я желаю вам всего хорошего, чтобы мечты сбывались, чтобы вы были здоровы, чтобы были здоровы вы, ваши близкие, и чтобы все было у нас хорошо в нашей стране. Всего хорошего вам, сладких снов, спокойной ночи, пока-пока.